В этом видео вы узнаете о том, что делать, если женщина зарабатывает больше, чем мужчина. Что делать? Остановиться и почувствовать, вам окей? Вы мечтали о том, чтобы мужчина ваш зарабатывал больше. Мы же, когда встречаемся с мужчиной, живем с мужчиной, который зарабатывает больше, мы немножечко возвышаем его над собой. Он кормилец в семье, он больше может решать в семейном бюджете, то есть мы чаще прислушиваемся к нему в тратах в семейном бюджете. И если вас это беспокоит, вам некомфортно, подумайте, значит, у вас есть какие-то претензии к вашему мужчине, что он зарабатывает меньше. Я вообще рекомендовала бы в первую очередь посмотреть очень так экономически. У меня первое образование бухгалтер, второе стилист-имиджмейкер и лишь третье психолог. Посмотрите, как экономист. То, что зарабатывает ваш мужчина, может прокормить вашу семью. Если завтра вы перестанете вообще зарабатывать деньги, ваша семья будет все равно жить. Не в том достатке, возможно, что сейчас, но то, что он зарабатывает, достаточно, чтобы вы выжили? Если да, то все, вы в нормальных, серьезных руках. Вы можете зарабатывать больше, но относиться к этому просто как к тому, что у вас есть какое-то дело. Надеюсь, что оно любимое, и вам оно приносит хороший доход. И это здорово. Но ваш мужчина нормальный, полноценный мужчина, который может содержать семью в случае чего. Если же вы смотрите на вашего мужчину, на его доход и понимаете, что то, что он зарабатывает, не прокормит вас, ну никак вообще, вы не сможете жилье себе обеспечивать какое-то минимально, на которое вы согласны. Вы не сможете питаться нормально, не сможете ребенку оплачивать школу, садик. Вот это колокольчик, тут нужно задуматься. Все-таки, наверное, партнер должен зарабатывать так, чтобы он мог вас обеспечить. Если нет, то это тоже нормально, у каждого своя нормальность, у нас у всех разная норма, но если ваш партнер зарабатывает недостаточно для того, чтобы семья вообще выжила на эти средства, и вы его любите, хорошо, вы остаетесь с ним, все хорошо, у вас нормальные отношения, но вы должны тогда понимать, что вы теперь занимаете роль вот этого чуть-чуть старшего в финансовых вопросах. Вы решаете, куда вам лететь отдыхать и когда. Вы решаете, хотите ли вы прислушаться к его желаниям. Вы получили эти деньги изначально. И вы имеете полное право получать от него как компенсацию в других сферах вашей семейной жизни. Например, если вы больше зарабатываете, а он зарабатывает меньше, чем достаточно для выживания вашей семьи, то вы имеете полное право сделать его суперзаботливым папой, ожидать от него, что он таким будет. Сделать его в смысле, доверить ему эту сферу жизни, вот это в твоей компетенции, ты теперь этим занимаешься. Ты водишь ребеночка в садик, ты там собираешь ему одежду подходящую, ты можешь белье стирать и сушить его в машинке стиральной, сушильной. Почему? Ты делаешь часть женских дел, потому что я деньги зарабатываю, потому что ты не можешь заработать столько, сколько нужно для выживания нашей семьи. Но не путайте, пожалуйста, это ситуация, когда, например, женщина зарабатывает, 1 миллион рублей в месяц, а мужчина зарабатывает 150 тысяч в месяц. Он зарабатывает меньше, но согласитесь, на 150 тысяч в месяц можно выжить. Я сейчас представила себе Москву и этот уровень жизни, сколько там нужно, чтобы выжить. Соответственно, женщина, которая зарабатывает 1 миллион, не должна, по идее, навешивать на мужчину, чтобы он был няней, поваром дома, то есть вот прям женские функции на себя выполнял, потому что он зарабатывает. Это вы зарабатываете больше. Вас никто не заставляет условно, можете и меньше. А вот если он зарабатывает, в Москве 25 тысяч рублей, а вы там, 1 миллион, либо 150, либо что-то еще, но больше, вот тут, конечно, он должен брать на себя часть женской нагрузки, часть женских дел. Мне интересно ваше мнение, согласны вы со мной или нет, потому что тема такая очень бытовая, жизненная, и здесь у каждого может быть свое мнение. Поэтому, пожалуйста, пишите его ниже в комментариях, я читаю комментарии, отвечаю на вопросы, с удовольствием пообсуждаю с вами эту тему. Если видео понравилось, ставьте лайк, мне нужна ваша обратная связь. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока!